Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня у нас приложение, которое называется Amarok, и оно позволит вам, используя всевозможные методы, скрывать папки, скрывать приложения из меню приложений. Я выбрал самый простой способ, это работу через Shizuku, поскольку все остальные способы требуют наличия root прав, требуют наличия и установки более сложных приложений. Разобраться с этим, думаю, кого заинтересует приложение и кто имеет root или же Exposit на своем устройстве, мы сейчас посмотрим, где это все включается и как это работает. То есть при помощи простого приложения Shizuku вы сможете активировать работу данного приложения и скрывать приложение и файл. Извините за тавтологию. В Shizuku после активации необходимо всего лишь поставить доступ Amarok через управление к приложениями, после чего, разумеется, запускать. Давайте рассмотрим само приложение. В разделе «Дополнительно» есть много настроек. Начнем с режима скрытия приложений. Здесь опять-таки отключен режим root, режим Shizuku, то, что я выбрал, режим Shizuku. Здесь все более сложно. О каждом режиме можно почитать руководство по настройке. Поскольку у меня Shizuku, никаких дополнительных настроек мне включать не пришлось. Я всего лишь активировал через Shizuku. Режим скрытия файлов. Здесь тоже или же отключить режим root, режим обычного добавления папки, файлика NoMedia в папку и режим, разумеется, обфускации. По обфускации, опять-таки, здесь можно настроить, как и что будет применяться. Я ничего не менял, покажу, как будет выглядеть у меня при обычном режиме обфускации по умолчанию. Далее по настройкам можно поставить доступ к блокировке на пароль, доступ к приложению, биометрическую аутентификацию, маскировать приложение под календарь, далее отключить тосты, скриншоты, уведомления, кнопка паники. Здесь можно включить режим уведомления, при включении режима уведомления дополнительная активация кнопка паники и автоматическое скрытие файлов после отключения экрана. Если же уведомления отключите, эти два пункта будут недоступны, как и пункт задержка автоматического скрытия. Будет висеть уведомление, оно будет показывать здесь кнопочка скрыть и сразу же будет применено. Помимо всего, приложение имеет плитку. Как настроить плитку, думаю, всем известно. Выбирайте плитку, перетаскивайте в нужное место. Для режима плитки есть возможность эту плитку, сейчас покажу, инвертировать. То есть плитка будет показываться при включенном, что она не включена, и при отключенном, что она включена. Ну и само собой маскировка самого приложения, чтобы оно не маячило. Раз оно умеет скрывать другие приложения, его тоже надо скрыть. Как только вы включите доступ по биометрии или доступ по пин-коду, вы можете замаскировать приложение под календарь. Включаем и проверяем, как выглядит приложение. Теперь оно замаскировано под календарь. И для запуска сразу объясню. То есть мы запускаем, у нас появляется календарь. Здесь будет вот такое вот уведомление. Вы можете его отключить, не показывать снова. И для того, чтобы активировать, вам необходимо зажать год. У вас появится панель, у меня она будет скрыта. У нас появится, разумеется, возможность активировать и включить доступ к меню приложения через сканер отпечатков пальца или через пин-код. Отключим на данном этапе маскировку приложения. Ну и давайте уже перейдем к демонстрации, как все выглядит, как работает. Выбрать файлы для скрытия. Здесь лучший вариант добавить какую-либо папку, поместить в нее нужные вам файлы, ну или же, разумеется, через меню добавить папку для скрытия, выбираете папку, к которым ваша версия Android предоставит доступ. У меня выбрана папочка, которая называется Save It, я переместил туда несколько файлов, пока ее не скрывал. Мы посмотрим, как это работает после скрытия. Я продемонстрирую, что видно в папке до скрытия и после. Ну и приложение, разумеется, выбираете приложение. После скрытия данное приложение будет скрыто. Посмотрим на папку, как она выглядит. Вот она, внутренняя память, Save It. То есть здесь файлики активны. Здесь я закинул 3 видеофайла. До скрытия эта папка активна и работает. Ну и само приложение BS Player
оно видна его иконка, видна она и в меню приложений, если мы наберем поиск, то есть иконка. И давайте теперь скроем и посмотрим, как все выглядит. Через кнопку «Скрыть», опять-таки выбирать оба пункта не обязательно, выбирайте нужный вам пункт. Нажимаем «Скрыть». Скрыто, у нас тут кукареку, такое вот уведомление. Ну и, разумеется, иконка пропала. Приложение в поиске BS, она не отображается в поиске меню приложений, но приложение все равно видно через ваш файловый менеджер. В этом недостаток, на мой взгляд, именно этого метода через Shizuku. Через root и через другие способы, возможно, приложение будет скрыто и из других файловых менеджеров. Я в этом не уверен, поскольку у меня нет возможности это проверить. В моем случае Shizuku и метод скрытия из меню приложений. И давайте теперь посмотрим через файлики, как будут выглядеть файлы, которые мы скрыли в папке Saved. Вот наша папка Saved, у нас файлики, которые я показывал, теперь имеют вот такой вот вид. И, разумеется, просмотр их недоступен. Есть разрешение, есть свойства файла, не работает этот режим. И даже через «Открыть с помощью» нет приложений, поддерживающих этот тип файлов. Для разблокировки, разумеется, показать, и все файлы вновь будут доступны. Иконка теперь доступна, и ее можно переместить на экран. Вот такое вот приложение. Ссылки на F-Droid, GitHub я дам в описании видео. APK файл для тех, кого заинтересовало данное приложение, версия, которая у меня установлена, скачана с GitHub. Вы можете проверить, скачать из телеги. Если не устраивает скачивание из телеги, качайте с репозиториев. На этом буду заканчивать. Не забудьте подписаться на канал, написать комментарий. Убедительная просьба это сделать. До новых встреч!